Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем... Эй, вообще-то это я, Сергей, а ты уходи, ты самозванец. Нет, это я, Сергей, и я главный герой сегодняшнего урока. Да, я согласен, это ты герой сегодняшнего урока, но Сергей-то я, и поэтому урок буду я объяснять. Уходи. Итак, привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот таких веселых утят. Сегодня в начало урока выбился как раз такой оживший утенок, но я думаю, он вас не сильно побеспокоил. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Центральный его ряд снимите. Нам понадобится всего лишь два крайних ряда. Открытые стороны столбиков должны смотреть в правую сторону. В центре у меня убрана основа, но вам не обязательно это делать. Я ее убрал для того, чтобы вам был лучше виден процесс плетения. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Основным цветом у нас будет являться желтый, а дополнительным цветом для клюва и лапок у нас будет оранжевый цвет. И также понадобится пара черных резинок для глаз. Итак, начинаем с желтых резинок. Одну берем и накидываем на пару столбиков где-то в центре станка. Затем накидываем еще резиночку. Обращаем внимание на то, что при накидывании мы резинку поворачиваем восьмеркой. Опускаем вновь вниз и еще раз, четвертый, накидываем резинку и опять же поворачиваем восьмеркой. Далее соединяем дальний ряд с ближним, тоже резиночкой, и опять же поворачиваем ее восьмеркой. На ближнем ряду накидываем 4 резинки. И по сути у нас сейчас получается такой прямоугольничек, состоящий из желтых резинок, накинутых восьмерками. Опускаем на всех столбиках резинки вниз, для того, чтобы освободить место для накидывания следующего ряда. Ну а следующий ряд накидывается совсем просто. По кругу нам нужно накинуть резиночки по одной штучке, но не закручивать их восьмеркой. Просто накидываем вот так. Раз. Далее 2. 3 и так далее по кругу накидываем. Я говорю по кругу, но на самом деле у нас здесь прямоугольничек. И поэтому мы накидываем по периметру этого прямоугольника резинки. И это у нас сейчас получается второй ряд. Предпоследняя резинка. И последняя резинка. Теперь берем наш крючок и начинаем плести. Обращаем внимание на боковую сторону столбиков. Здесь есть по 2 резинки на каждом столбике, которые относятся к нижнему ряду. И сверху 2 резинки на каждом столбике, которые относятся к верхнему ряду. И нам нужно захватить 2 нижних резинки, потянуть их и с внешней стороны скинуть внутрь вот этой конструкции. Далее захватываем следующую пару. Натягиваем, тоже скидываем внутрь. Следующую. Далее 2. И еще раз 2. И точно так же на дальнем ряду делаем. То есть захватываем на каждом столбике нижнюю пару резинок. И последний раз захватываем пару. Замечательно. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один точно такой же простой ряд. То есть накидываем резинки по кругу. И теперь с каждого столбика снимаем с внешней стороны внутрь нижнюю пару резинок. Здесь захватываем 2 нижних, скидываем внутрь. Здесь 2 нижних, с внешней стороны тоже внутрь. И так по всем столбикам проходимся. В том числе по столбикам, конечно же, и дальнего ряда.
Опускаем резинки вниз, и следующий слой у нас будет слоем с глазами. Давайте посмотрим, как глаза нужно делать. Для этого нам понадобится одна черная резинка для одного глаза. Накручиваем ее на крючке 4 оборота. Накинули это 1 оборот, закручиваем 2, 3 и 4 оборот. Далее берем желтую резиночку, накидываем на кончик крючка и на эту желтую резинку накидываем 4 оборота черной. Далее одну часть этой желтой резинки размещаем на центральный столбик нашего прямоугольничка, а другую часть размещаем на столбик, который находится чуть левее. Если считать вот отсюда, то получается у нас это 1, 2, 3. Со 2 на 3 столбик накидываем. Точно так же делаем еще один глаз. То есть берем черную резинку, накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота на крючок. Теперь берем одну желтую и на нее скидываем все 4 оборотика. И соответственно накидываем с 3 на 4 столбик нашего прямоугольника. Но я сейчас буду делать глаза из бусин. И вам очень рекомендую это сделать. Поэтому я убираю вот эти заготовочки с глазами из резинок. И давайте посмотрим, как сделать глаз с помощью бусины. Зайдите в ближайший магазин, где продают нитки и иголки, и купите бусинки размером 6 или 7 мм. А также желательно купить проволоку для плетения бисером. И из этой проволоки делаем вот такую буковку «Г» русскую. Накидываем бусинку на один конец проволоки, а вот на эту загогулину накидываем одну желтую резинку. Просовываем, просовываем. Далее соединяем вот эти две части проволоки и просовываем внутрь бусины. Таким образом, бусина у нас уходит на резинку, что нам, собственно, и требовалось. Накидываем на тот же столбик, на который мы накидывали несколько секунд назад резинку с глазом из черной резинки. Со 2 на 3 столбик. И еще одну заготовку с бусиной накидываем с 3 на 4 столбик. Замечательно. Чтобы у нас получился полноценный слой, нам нужно на все оставшиеся пары столбиков накинуть желтые резинки. То есть вот сюда одна, далее сюда одна, по дальнему ряду. Влево идем. Так, теперь на каждом столбике захватываем резинки нижнего ряда. Их 2 штучки на каждом столбике. И, как обычно, с внешней стороны скидываем внутрь. И так проходимся по всему периметру нашего прямоугольника. Опускаем резинки вниз, и следующий слой у нас самый обычный слой из желтых резинок, накинутых по кругу. Давайте попробуем это сделать. Накидываем по одной резиночке. И захватываем с каждого столбика нижнюю пару и, как обычно, проходимся по всем столбикам, снимая 2 нижних резинки и скидывая их внутрь. Опускаем резинки вниз, и прежде чем мы приступим к накидыванию резинок для следующего слоя, нам нужно сделать клюв. Для создания клюва я буду использовать резинки оранжевого цвета. Они лучше всего сюда подойдут. Берем одну резинку и закручиваем ее на крючке 3 оборота. Накинули это 1 раз, закручиваем 2 и 3 оборот. Теперь возьмем еще одну резинку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Натянули и вот так закручиваем.
Захватываем кончиком крючка и скидываем на эту резинку, скрученную в 2 оборота, 3 оборотика, которые у нас находились на крючке. Вторую часть этой резинки возвращаем обратно на крючок. И у нас получилась вот такая заготовочка, цепочка, состоящая из одного звена. Нам нужно сделать еще одно звено. Скручиваем вдвое резинку, захватываем крючком и снимаем вот эту заготовку. Это второе звено получилось. Следующую резинку. Это будет у нас третье звено. А всего нам нужно 4 звена, и поэтому сейчас мы сделаем последнее. Резинку берем, скручиваем вдвое, накидываем на кончик крючка и снимаем вот эту заготовку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. И вот такая заготовка у нас должна получиться. Теперь нам нужно захватить резинки, которые находятся вот на этом 4-м столбике. 1, 2, 3, 4. Захватываем пару, которая здесь находится, и немножко натягиваем и скидываем на эту пару те петли, которые у нас от клюва и которые находились на крючке. Теперь со столбика снимаем желтые резинки и протаскиваем оранжевую заготовку туда внутрь, ближе к центру. И возвращаем теперь на крючок желтые резинки, которые мы только что сняли. И получилось, что оранжевая у нас находится как бы внутри. Теперь на другом конце этой оранжевой резинки нам нужно захватить 3 петельки. Это петли той резинки, которую мы в самом начале скручивали 3 оборота. И накинуть их точно так же на 2-й столбик. То есть захватываем резинки, которые здесь находятся, натягиваем их и вот эту заготовку клюва скидываем на эти желтые резинки. Снимаем желтые со столбика, оранжевые подвигаем ближе к центру и желтые теперь возвращаем обратно на столбик. И у нас получился клюв, вот он. И теперь мы можем накинуть резинки следующего слоя. Следующий слой у нас будет шеей. Шея немножко уже, чем основное тело. И поэтому при накидывании каждую резинку нам нужно скручивать в 2 оборота. Берем одну, скручиваем в 2 оборота, накидываем на любую пару столбиков. Далее еще одну резинку скручиваем, накидываем дальше. Еще одну. Скручиваем, накидываем дальше. И так по всему периметру нашего прямоугольника. Теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Но здесь нам нужно будет в центре быть внимательными. Дело в том, что здесь у нас находится клюв. И нам нужно завести крючок внутрь и немножко этот клюв отодвинуть. Можно вот так пальцем придержать, чтобы он нам не мешал. И вот таким образом захватываем нижние резинки, нижние 2, и с внешней стороны скидываем внутрь. Ну а дальше уже все как обычно. Здесь 2, далее 2. И совсем просто на столбиках дальнего ряда. Опускаем резинки вниз, и прежде чем перейти к накидыванию следующего слоя, нам нужно сделать некоторые заготовочки, а именно заготовочки для крыльев нашего утенка. Давайте посмотрим, как это делается. Берем одну резинку и накручиваем на крючке 3 оборота. Накинули это 1 раз, закручиваем 2 и 3 оборот. Далее берем 2 резинки, накидываем на кончик крючка и на них снимаем вот эти 3 оборота желтой резинки. Вторую часть пары возвращаем обратно на крючок. Теперь возьмем еще одну пару резинок, накинем на крючок и скинем на эту пару заготовочку, которая у нас уже получилась. Вот сюда.
Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Теперь будьте внимательны. Нам нужно завести крючок внутрь самой первой резинки, которую мы закручивали 3 оборота. Вот вы видите, 3 этих петельки у нас накинуты на крючок. Теперь берем пару желтых, накидываем на крючок и протаскиваем эту пару только сквозь 3 резинки, которые находятся немножко левее. Протащили только сквозь 3. Другие же 4 у нас находятся на крючке. Вторую часть возвращаем обратно на крючок той резинки, которую мы сейчас с которой работали. Теперь возьмем одну резинку, накинем на кончик крючка и всю вот эту заготовку крыла снимем на эту одну резинку. Натягиваем и снимаем. Одно крыло у нас получилось. Пока оно не очень выразительное, но на самом утенке оно будет смотреться так, как нужно. Одну часть резинки накидываем на самый левый угловой столбик дальнего ряда, а другую часть на левый столбик ближнего к нам ряда. И получается, что вот здесь закреплено одно крыло. Теперь поставьте это видео на паузу или промотайте немножко назад, если вы запомнили, как делается крыло, и сделайте еще одно точно такое же. Второе крыло накидываем на угловые столбики справа, на дальний столбик и на ближний, самый правый столбик. И здесь у нас крыло тоже замечательно закреплено. Чтобы слой у нас получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков накидываем по одной резиночке. Теперь с каждого слоя с каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. Обратите внимание, что в этот раз это 4 резинки, потому что мы в предыдущем слое перекручивали каждую резинку в 2 оборота. И поэтому натяжение резинок немножко более сильное, но все-таки не такое сильное, чтобы у вас не получилось эти резинки с внешней стороны скинуть внутрь. Что мы, собственно, сейчас со всеми резинками и делаем. Захватываем и скидываем внутрь на каждом столбике. С ближним рядом разобрались, и с дальним рядом тоже сейчас захватим резинки нижнего слоя. Я развернул станок, чтобы вам было лучше видно. Так. Замечательно. Опускаем резинки вниз. И сейчас вам нужно сделать 3 самых обычных слоя, накидывая резинки по одной штучке, а затем снимая нижний ряд на верхний. Итак, сейчас я делаю первый ряд. И включая этот ряд, вам нужно сделать всего 3 ряда. Итак, 3 слоя мы сделали, и следующий слой, последний, у нас будет слоем с лапками. Для лапок я буду использовать резинки оранжевого цвета, и давайте посмотрим, как они делаются. Возьмем одну резинку и закрутим ее на крючке 4 оборота. Накинули это 1 оборот, закручиваем 2, 3 и 4 оборот. Далее возьмем одну резинку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Накидываем на кончик крючка и на эту скрученную вдвое резинку снимаем 4 оборотика с крючка. Вторую часть возвращаем обратно. Вот такая заготовочка у нас получилась, но это еще не все. Берем еще одну резинку и скручиваем ее на пальцах тоже в 2 оборота. И далее уже на эту резинку скидываем вот эту нашу заготовку. Вторую часть оранжевую тоже возвращаем обратно на крючок. Вот такая лапка у нас получилась, и ее теперь размещаем на желтой резинке. Накидываем,
желтую и на нее накидываем вот эту получившуюся только что лапку. Берем станок и размещаем одну часть желтой резинки на самый левый столбик ближнего ряда, а другую часть на второй столбик этого же ближнего ряда. И получается, что лапа у нас вот здесь закреплена. Теперь нам нужно сделать лапу еще и для последней пары столбиков. Одну резинку закручиваем 1, 2, 3, 4 оборота всего, чтобы получилось резиночку вдвое на крючок. Скидываем сюда вот эту четверку, вторую часть возвращаем обратно на крючок. Еще одна резинка. И сюда. Оп. Вторую часть обратно на крючок. Вот у меня быстренько сделалась еще одна заготовка. Я ее размещаю на желтой резинке и на станок. На самый правый столбик ближнего ряда и на второй столбик, если считать с правой стороны. Вот здесь у меня эта лапка закреплена. На все оставшиеся столбики накидываем по одной резинке. Раз, два, три. Единственное, что сейчас мы с вами еще сделаем хвост. Поэтому на дальний ряд я пока резинки не накидываю. Разворачиваем станок другой стороной и посмотрим, как сделать хвост. Для этого нам понадобится одна желтая резинка сначала. Накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее возьмем 2 резинки, накинем их на кончик крючка и снимем на эту пару резинок вот эти 4 оборота. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Немножко поправляем и захватываем все резинки, которые находятся на центральном столбике. Так. И на эти 2 резиночки скидываем нашу заготовку. Вот таким образом. Снимаем теперь желтые резинки со столбика, а хвост двигаем туда, ближе к центру. А теперь желтые, которые только что сняли, возвращаем обратно на столбик. И получается, что вот здесь у нас хвостик замечательно закреплен. На все остальные столбики накидываем оставшиеся резинки, чтобы получить целиковый слой. Сюда резинка, далее резинка, еще одна. И последнее. Я разверну станок вновь лицевой стороной к себе, чтобы вам было более привычно. И, как обычно, снимаем резинки нижнего слоя с каждого столбика. Теперь всю эту получившуюся конструкцию нам нужно снять со станка. И снять на пару резинок. Мы сделаем это безопасным способом. Я беру 2 резинки и накидываю их на самые левые столбики. Теперь захватываю на этих 2 столбиках нижние резинки и скидываю как бы вот на эту пару. Здесь и здесь захватываю нижние, скидываю на пару. Теперь эту пару продвигаем немножко ближе вправо. Снимаем здесь. Накидываем правее и здесь снимаем, накидываем правее. У меня одна резиночка убежала, я попробую сейчас ее найти, пока она окончательно не убежала, но такое бывает. Вот, возвращаем, все, никуда не денешься. Скидываем уже с этих столбиков нижние резинки и опять продвигаем пару дальше. Вот сюда. И вот сюда. И на этих столбиках снимаем резинки нижнего ряда. Раз. И 2. Еще раз продвигаем правее. И здесь уже снимаем резинки нижнего ряда. Раз. И 2. Здесь у нас немножко застрял клюв. Давайте снимем его со столбика, чтобы он не мешал нам продвигаться дальше. И последний раз продвигаем резинки правее. Сюда и вот сюда. Снимаем, как обычно. Раз.
И здесь тоже 2. Замечательно. Вставляем теперь крючок в один столбик, на котором остались резинки. Придерживаем их пальцем и снимаем со столбика. Далее вставляем крючок в следующий столбик и с него тоже снимаем. Теперь нам нужно из этих резинок, которые у нас остались сейчас на крючке, сделать петлю. Но прежде чем это сделать, давайте посмотрим, на месте ли у нас лапки. Да, на месте, крылья на месте. А вот хвост куда-то убежал. И поэтому я его изнутри пальцем немножко протаскиваю, поддел, и все, он теперь снаружи, там, где и должен быть. И теперь делаю из этих резиночек петлю, вставляя одну часть внутри другой части этой же резинки. Далее, насколько позволяет прочность ваших резинок, мы затягиваем эту петлю. Теперь, чтобы эта петля не мешалась, мы ее вплетем куда-нибудь внутрь. Я завожу крючок в любые петельки нижней части нашего утенка, захватываю вот эти торчащие петли и вплетаю их как бы внутрь. Все равно, в какие петли вплетать, вы поэтому особенно не смотрите на то, какие я захватываю петли, можно любые. И в них мы вплетаем вот эти торчащие резиночки. Так. Вплели. Если хотите, можете еще дальше вплести. То есть заводим еще в какие-нибудь резинки и вплетаем дальше. И еще разочек, чтобы совсем эти резинки не торчали, мы захватываем и вплетаем их последний раз. Ну вот так. Более-менее уже все здорово. Вот на данном этапе такая заготовка у нас получилась. И теперь нам нужно взять какой-нибудь наполнитель. Или вату, или синтепон, или что-нибудь еще. Взять один кусочек и вставить внутрь головы. Не очень берите большие куски, чтобы вата у вас не торчала из-под резинок. Еще кусочек возьму и вставлю внутрь. Ну а теперь уже потихонечку будем голову зашивать. Посмотрите, по кругу у нас есть резинки, и я захватываю вот эти резинки снизу вверх. Далее захватываю следующую пару снизу вверх. Еще одну, опять же снизу вверх, и еще раз, и еще раз. Вот такое количество 5 петелек пока хватит. Далее захватываю 2 желтых резинки, накидываю на кончик крючка и протаскиваю сквозь те петли, через которые я сейчас продел крючок. Вот так. Теперь желательно нам взять вспомогательный крючок, чтобы вот эти петли на него разместить. Временно. Сюда размещаем и другую часть размещаем вот сюда. Продолжаем вплетение в эти петли вот этой пары резинок. И поэтому я захватываю, например, здесь изнутри, здесь изнутри, снимаю с крючка и протаскиваю еще сквозь петельки, которые я только что захватил. Возвращаю теперь обратно на крючок этот кусочек резинки. И здесь у нас осталось всего 2 петельки, мы их чуть позже захватим и вплетем, но прежде нам нужно еще немножко напихать туда ватки, чтобы она в голове была и в теле. Так, еще кусочек. Пока ничего вроде не вылезает из щелей, поэтому можно еще поднабить. Ну и в общем-то хватит. Теперь захватываю вот эту оставшуюся петлю и еще одну петлю. И снимаю с крючка одну часть пары, на которой мы все это дело размещаем. Протаскиваю. Все петли мы с вами накинули на пару. И теперь нам нужно из этой резинки сделать петлю. То есть захватываем вторую часть на крючок. Убираем вспомогательный крючок. И заводим одну часть этой пары внутри другой части ее же самой. И затягиваем получившуюся петлю. Желательно так делать, чтобы было сверху все равномерно. Ну вот, и чтобы не расплелось, мы куда-нибудь тоже, как и снизу, вплетем эти резиночки. Я завожу
какие-то петли, вплетаю в них. Еще завожу в какие-нибудь петли и вплетаю в следующие. Все, теперь у меня уже не торчит ничего. Расправляем нашего утенка. И чтобы шея у него была более ярко выраженная, мы возьмем две резинки, натянем их немножко и накинем в то место, где у нас должна быть шея. То есть вот сюда. Затем натянем эти резинки еще раз, перекрутим восьмеркой и накинем сверху, как бы второй оборот. Расправим клювик, расправим шейку, крылышки, лапки и голову. Все, наш утенок готов и машет вам хвостиком, как бы приветствуя вас, и даже замечательно стоит. Надеюсь, вам этот видеоурок понравился и вы сплетете себе целую семейку таких утят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы и впечатления о таком уроке и о такой фигурке. До новых встреч. Пока.